чем ассоциируется Речь Посполитая? Знаменитые крылатые гусары, райские привилегии шляхты, свободное вето, способное сорвать принятие любого закона, короли-иностранцы, постоянные восстания, войны с соседями, уникальное политическое устройство, напоминавшее республику. Всего этого в Речи Посполитой было в достатке. Эта тема продолжает и сегодня будоражить сознание рядовых обывателей и подогревает интерес к ней историков. Все пытаются понять, как это вечно разделенное и раздираемое внутренними противоречиями государство, которое даже единым государством толком никогда не являлось, умудрилось не только просуществовать более 200 лет, но и на определенном этапе своей истории претендовало на господство во всей Восточной Европе. Предлагаю найти ответ на этот вопрос в нашем сегодняшнем большом видео об истории Речи Посполитой. А перед началом просмотра я хотел бы порекомендовать вам свой паблик ВКонтакте «Историческая империя». Здесь я регулярно выкладываю разные фото, карты, статьи на темы, связанные с историей Германии и Австрии, а также подкасты со своего YouTube-канала. Все это вы сможете увидеть, перейдя по ссылке в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропускать интересный контент. В 1384 году Великие княжества Литовское и Московское заключили договор об объединении государств. Егайло обязался жениться на дочери Дмитрия Донского и признать над собой власть Москвы. Он стремился таким образом заручиться поддержкой в борьбе за престол Великого княжества с Витовтом. Однако женитьба на польской королеве Едвиге сулила Егайло польский трон и куда более независимую политическую роль. В обмен он передавал Польше ряд спорных территорий и обязался перейти в католицизм вместе со своими братьями. Тевтонский орден, видимо памятуя о первом короле Литвы Миндовге, быстро отказавшемся от католицизма после того, как тот не получил обещанной от Папы Римского поддержки в борьбе с татаро-монголами, не признавал действительным крещение Егайла и всей Литвы. Лишь в 1413-м польско-литовские войска при поддержке русских ратей нанесли окончательное поражение Тевтонскому ордену и навсегда ослабили его влияние в Прибалтике. Кревская уния положила начало государственному объединению Польши и Литвы, но не устранила сразу все барьеры между странами. Попытки создания единого государства предпринимались на протяжении всего 15 и первой половины 16 веков. В 1499-м действие Кревской унии было возобновлено Краковско-Вильнюсским соглашением. Однако последнее являлось в первую очередь военно-политическим альянсом. Литва нуждалась в польской военной помощи, поскольку была вынуждена отражать попытки московского государства вернуть Смоленскую землю и другие пограничные территории. Мильницкая уния 1501 года не привела к государственному объединению стран из-за чрезмерных требований польской стороны, опасений егелонов утратить власть в Литве и отсутствия гарантий их избрания королями Польши, а также разочарования в эффективности польской помощи из-за поражения Великого княжества в войне с Россией 1500-503 годов. Однако западно-русская шляхта по-прежнему проявляла интерес к полноценной унии с Польшей, поскольку с середины 15 века стала терять в составе Литвы прежние права и привилегии. Автором термина «Речь Посполитая» стал краковский епископ Винсент Тихолубек. Он стал полонизированным вариантом латинского слова «республика», означающего «общее дело». Опираясь на тезисы Цицерона, Холубек утверждал, что Польша не является собственностью монарха, а должна сама выбирать своих правителей. Республика в его понимании является родиной свободных людей, сознающих себя частью единой нации. Польские историки пытались доказать законность титула короля Руси, полученного польским королем Казимиром III якобы в наследство от галицко-волынского князя Юрия Болеслава. Ян Длугаш и Мартин Кромер настаивали на польских корнях русской государственности, а также считали, что после крещения Руси по византийскому обряду ее земли оказались утрачены для римской церкви. Как считают российские историки, польские авторы намеренно очерняли образ России в глазах западных ученых, тем самым нагнетая антирусские настроения в Европе. Тем самым они пытались утвердить в сознании западных обывателей образ Польши как форпоста католической веры и западноевропейской культуры в Восточной Европе. На этом во многом базировалось обоснование имперской политики Польши, стремившейся к господству в регионе. В 1564-м каноник Станислав Ореховский написал трактат «Пирамида». Отмечая гражданские свободы и равноправие в Польше, автор призывал к полной оккупации Великого княжества Литовского и ликвидации его архаичных учреждений. Ореховский стремился перенести демократические традиции в Литву, тем самым рассчитывая ускорить процесс интеграции литовской знати в польскую политическую жизнь. Пирамида способствовала усилению интереса поляков и литовцев к унии, тем более что с
1558-го Литва вела очень тяжелую для себя войну с русским царством и находилась на грани поражения. Разумеется, польские политики не были заинтересованы в появлении русских армий на границе с Польшей и полном разгроме Литвы. Однако они считали, что уния скорее нужна Великому княжеству, чем самой Польше. Последнее лишь извлекало из нее дополнительные возможности. Литовские представители с самого начала настаивали на сохранении суверенитета Великого княжества и всех его институтов, а также территории, проведения сеймов как в Польше, так и Литве, и коронации польского короля короной Великого князя Литовского. Для поляков такие условия были заведомо неприемлемы. Они настаивали на избрании и коронации короля и великого князя только в Польше, проведении сеймов исключительно на польской территории, придании польскому языку статуса государственного на всей территории унии, а также присоединении к королевству южных земель Великого княжества. Территория Литвы и ее население таким образом сокращалась более чем в 2 раза, а ее представители составляли менее трети от общего числа депутатов Сейма Речи Посполитой. Вместе с тем поляки согласились сохранить практически все государственные учреждения Великого княжества. Согласно унии устанавливался запрет на занятие одним человеком нескольких должностей сразу. Формально вводилась независимость судей. Чиновники регионального и общегосударственного уровня не имели права заниматься судебной деятельностью. Судей избирали местные сеймики. На фоне военных неудач литовская шляхта была вынуждена принять польские требования, сумев настоять лишь на смягчении некоторых формулировок. 1 июля 1569 в Люблине был подписан акт об унии короны Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Новое государство получило наименование Речь Посполитая. Со времен Кревской унии Польшей и Литвой правили Егайло, Казимир IV, Александр Ягеллончик, Сигизмунд I и Сигизмунд II Август. По мнению ряда польских и литовских политиков, Люблинская уния стала кульминацией шедшего почти 200 лет процесса государственного объединения Польши и Литвы, устранила последние политические преграды на пути к созданию могущественной конфедерации. На пике своей экспансии Речь Посполитая занимала площадь, охватывавшую более 1 миллиона квадратных километров, и занимала почти все земли сегодняшних Польши, Белоруссии, Украины, Литвы, а также часть территорий Словакии, Латвии и России. Герцогство Пруссия и Курляндия находились в вассальной зависимости от польского короля. Вместе с тем численность польско-литовской шляхты возросла многократно и составляла от 8 до 10% всего населения страны. Для европейских государств это был аномальный показатель. Дворянство Франции, России и других стран, несмотря на все свое могущество в период абсолютизма, редко превышало 1% от общего числа населения. Многочисленная шляхта пользовалась такими же аномальными правами и привилегиями. Наряду со Священной Римской империей Речь Посполитая оставалась единственной европейской державой, где монарх избирался, а не имел наследственной власти. Однако процесс выборов императора со второй половины 15 века стал по сути формальностью, поскольку курфюрсты находились под всецелым контролем династии Габсбургов. Последние нередко использовали подкупы, назначали курфюрстами своих родственников и даже сами имели право голосовать за себя, поскольку занимали трон Богемии. Чешский король имел статус курфюрста еще со времен Золотой буллы императора Карла IV. В отличие от Священной Римской империи, короли Речи Посполитой заведомо не могли контролировать процесс выборов, поскольку право голоса имел буквально каждый шляхтич. Король и великий князь избирались только после кончины предыдущего монарха, дабы избежать наследственной передачи власти. Все подобные попытки контролировались и жестко пресекались Сеймом. В случае нарушения королем условий правления, прописанных в пакта конвента и Генриховых артикулах, шляхта имела законное право восстания и свержения короля, так называемого Рокоша. Канцлер Великий Коронный формировал правительство Польши, а также следил за соблюдением конституционных законов. Во внешней политике он отвечал за взаимоотношения со странами Западной Европы. Канцлер Великий Литовский являлся министром юстиции и хранителем государственной печати, формировал статуты Великого княжества Литовского и выстраивал отношения с Россией. Двором управляли великий маршалок Коронный и великий маршалок Литовский в период, когда великий князь пребывал в Литве. После 1569-го был создан единый Сейм Речи Посполитой, состоявший из Сената, посольской избы и короля как отдельного субъекта. Правительством Литвы являлась Рада, чьи полномочия были ограничены Сеймом еще в 1566-м. В посольской избе насчитывалось 170 депутатов, из которых лишь 48 представляли Великое княжество Литовское. Вот почему
Поэтому принцип свободного вето, несмотря на свою пагубность для процесса принятия законов, все же имел и свое рациональное зерно. При принятии решений большинством голосов польские депутаты могли бы принимать законы вопреки позиции литовских представителей, что нарушало бы конституционное равенство Польши и Литвы в составе унии. Третий литовский статут 1588 упразднил некоторые положения Люблинской унии, сужавшие автономию Великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой. Среди историков есть мнение, что при де-факто более привилегированном положении короны в составе Речи Посполитой действительно равноправная уния между Польшей и Литвой была реализована лишь с принятием Конституции 3 мая 1791 года. Король не имел права ни создавать армию, ни повышать налоги без одобрения Сейма еще со времен принятия Нишавских статутов 1454 года. По сути, он имел положение самого могущественного магната, первого среди равных. Король назначал государственных и региональных чиновников, утверждал все церковные назначения. Он оставался главным арбитром в спорах между сословиями с правом решающего голоса, а во время войны осуществлял верховное командование войсками. Именно его подпись превращала в действующие законы все постановления Сейма. Большинство создателей Речи Посполитой составляли выпускники Падуанского университета. Они вдохновлялись примерами античных Римской и Венецианской республик при формировании политической системы унии. Шляхтичи гордились своей демократией и считали свою страну оплотом свободы, однако такое устройство не позволяло Речи Посполитой развиваться с учетом требований времени. Страна не могла выдержать долговременного противостояния с абсолютистскими монархиями России, Австрии и Пруссии. После кончины Станислава Августа новым королем был избран французский принц Генрих Валуа. Перед отбытием в Польшу его представитель подписал артикулы, которые до предела ослабили королевскую власть. Генриховы артикулы создали при короле постоянную раду, состоявшую из 16 сенаторов, ввели пресловутый принцип свободного вето, придававший любым проектам статус закона только при единогласном одобрении шляхтой, обязали короля 2 раза в год созывать Сейм и лишили его права самостоятельно объявлять войну и заключать мир. Собственно, это было единственным, чем запомнился для польской истории будущий последний король Франции из династии Валуа. 23 года приняв под управление крупнейшую после России державу Европы, Генрих вел себя как ребенок, развлекаясь за счет королевской казны и совершенно не желая участвовать в политических делах. Когда же его обязали жениться на престарелой Анне Ягеллонке, Генрих ничего лучшего не придумал, чем сбежать из Польши домой, во Францию, где как раз пустовал королевский трон. Короля раздражали пьянство поляков и запущенность польских деревень, а его внимание привлекала лишь передовая в то время по европейским меркам польская канализация. Шляхтичей, в свою очередь, раздражали бабские манеры французских дворян, обливавшихся парфюмерией и ведших себя уж чрезмерно утонченно. С другой стороны, при Генрихе произошла первая настоящая встреча французской и польской культур, повлиявшая на последующее сближение обеих держав. В XVIII веке в городах Речи Посполитой возводились дворцы, парки и костелы в стиле французского барокко, а французский язык был чуть ли не официальным языком дворянства, впрочем, как и в других странах Европы того времени. К началу XVIII века интерес Версаля к Речи Посполитой стал усиливаться из-за роста мощи как самой Франции, так и Российской империи. Речь Посполитая наряду со Швецией и Османской империей входила в так называемый Восточный барьер. Для Франции он являлся одной из геополитических опор Вестфальской системы и сдерживал как усиление Священной Римской империи, так и продолжение экспансии России на запад. Возвращаясь в середину XVI века, мы должны также отметить религиозную политику Речи Посполитой. Сознавая невозможность прямого и повсеместного насаждения католичества и латинского богослужебного обряда в западно-русских землях, поляки стали насаждать там униатство. В 1596-м территории Киевской митрополии, остававшиеся в подчинении Константинополя, признали главенство Папы Римского при сохранении в богослужениях византийского обряда. Это произошло через 7 лет после введения в России патриаршества. Если Москва считала униатов еретиками, то Варшава не признавала равноправия православных с католиками, именуя первых схизматиками. Попытка введения свободы вероисповедания на Варшавской конференции 1573 года закончилась провалом из-за сопротивления католического духовенства, считавшего данный акт, цитата, «разрушением основ польской государственности». К концу 17 века католические епископы сумели добиться подавления протестантской реформации, а также запрета деятельности канонической православной церкви в Речи Посполитой. 100 лет спустя на территории современной Белоруссии 75-80% населения
населения, в первую очередь крестьян, исповедовали униатство. Вместе с тем униаты, несмотря на поддержку со стороны правительства, не имели схожего с римокатоликами политического влияния. Униатские епископы не входили в Сенат, высшую палату парламента Речи Посполитой. Попытка Иосифа Рудского создать единый православно-униатский патриархат на базе Киевской митрополии не увенчалась успехом, поскольку не нашла понимания ни у католиков, ни у униатов, ни у православных. В XVIII веке началась латинизация униатской церкви, проводимая орденом Базилиан, многие представители которых происходили из польских католических семей. В 1839-м Полоцкий церковный собор утвердил переход епархии бывшей униатской церкви в юрисдикцию Русской православной церкви. Униатство легально сохранилось только в Австрийской империи. В XIII-XIV веках в крупных польских и западнорусских городах проживало большое число немцев, а после начала реформации в Польшу под их же влиянием стало проникать лютеранство. Немцев и других колонистов привлекали в том числе для того, чтобы снизить влияние православной веры и культуры в Галиции, входившей в состав Польской Руси. В 1566-м польский сейм запретил мещанам осуществлять внешнюю торговлю. Вся прибыль стала концентрироваться в руках шляхтичей или иностранцев, что стало одним из важнейших факторов последующего экономического упадка Речи Посполитой. Началось сокращение численности городов, в которых власть захватывали дворяне, игнорировавшие королевские указы. В таких условиях важнейшим сектором экономики продолжало оставаться сельское хозяйство. В отличие от формирующегося в Западной Европе класса буржуазии, польские и литовские шляхтичи не были готовы усиленно вкладываться в развитие производства, что серьезно замедлило приход в Речь Посполитую промышленной революции. Развитию внутренней торговли препятствовали таможенные барьеры, сохранявшиеся между Польшей и Литвой. Несмотря на это, экономика страны по меркам 17-18 веков оставалась достаточно сильной. Наиболее развитые промышленные районы находились в Гданьске, Королевской Пруссии и Малой Польше. В Старой Польше на границе с Силезией велась добыча железной руды, а в Великой Польше находились центры ткачества. Большую роль играла также добыча соли, свинца и серебра. Развитие экономики требовало активного участия в мировой торговле, выхода к колониальным рынкам в Азии, Африке и Америке, а значит и наличие сильного флота. В 1568-м Сигизмунд Август создал первую военно-морскую комиссию Речи Посполитой. Сигизмунд III привлек на службу адмирала Арента Дикмана. Под его руководством польско-литовский флот одержал победу в морском сражении при Оливе 28 ноября 1627 года. Владислав IV Ваза продолжал развитие флота, закупив в 1632 году 12 кораблей и построив военно-морской порт. У Владислава были планы использования легких судов для разграбления шведской Ливонии и даже побережья самой Швеции, однако шляхта отказалась их поддерживать. Затраты короля на ведение войн больше не позволяли финансировать развитие флота. В 1637-м датчане внезапной атакой уничтожили большую часть судов Речи Посполитой. В 1641-43 годах последняя распродала оставшиеся корабли. Страна не смогла также поучаствовать в колониальной гонке 17-18 веков, в отличие от той же Курляндии, формального вассала Речи Посполитой. Земли унии находились слишком далеко от Атлантического океана, а Британия и Франция к 18 веку хозяйничали на морских просторах и не допустили бы появления сильного конкурента в борьбе за колонии. С 1569-го войско Речи Посполитой состояло из обороны Поточной и Посполитого Рушения. Если первая являлась прообразом постоянной наемной армии, то вторая — крестьянским ополчением, собиравшимся на время войны. После избрания и коронации Генрика Валежи, он же Генрих Валуа, королем и великим князем, он обязался за себя и своих преемников выделять четвертую часть доходов королевских имений на содержание кварциного войска. В 1652 оно было заменено Компутовым войском, просуществовавшим до 1795 года. Его численность определял Сейм, он же выделял средства на его финансирование. В 1775 были упразднены гусария и панцирная кавалерия, вместо них создавалась народная кавалерия, разделенная на 8 бригад. Руководство польскими и литовскими войсками осуществляли два гетмана – Великий Коронный и Великий Литовский. За свою службу гетманы не получали денежных жалований, отстранить от должности их можно было только за доказанную государственную измену. Высшим воинским званием был чин маршалка Польного, аналог воевода и генерал-фельдмаршала. На протяжении всего существования Речи Посполитой ее регулярная армия никогда не превышала 100 тысяч человек. Для сравнения, Россия, Австрия и Пруссия могли в середине 18 века снарядить и выставить от 150 до 300 тысяч человек каждая. Политическое разделение
давление осложняло процесс военного командования и проведения реформ, а сопротивление шляхты и сейма не позволяло развивать вооруженные силы в соответствии с требованиями времени. Вот почему уже в середине 17 века армия Речи Посполитой вступила в фазу упадка, выбраться из которой затем уже не смогла по причине стремления России, Австрии и Пруссии не допустить усиления разваливающегося государства. В 1592-95 годах Швеция и Речь Посполитая находились в личной унии, ими управлял Сигизмунд Ваза. Но поскольку король постоянно жил в Варшаве, в 1595-м Риксдаг, шведский парламент, избрал вместо него королем Карла IX, герцога Сёдерманландского. Изначально само избрание Сигизмунда шляхтой должно было помочь Речи Посполитой получить спорные территории на границе со Швецией. Теперь же он задался до конца жизни целью вернуть шведский трон и захватить Истляндию. Первая попытка ее захвата была предпринята в 1600 году. Шляхтичи ожидали быстрой победы, однако Швеция, имея в 10 раз меньшее население, чем Речь Посполитая, имела более крупную и профессиональную армию. Это не помешало полякам одержать ряд побед. 23 июня 1601 года их гусария разгромила шведов в битве под Когенгаусеном. Развить успех Речь Посполитая не смогла из-за рокоша Зибжидовского. Шляхта не была согласна с внешней политикой короля и обвиняла того в стремлении к централизму, абсолютной монархии. Сигизмунду пришлось признать незыблемость прав и привилегий шляхты. В 1605-м Сигизмунд направил в Россию свои войска, стремясь помочь Лжедмитрию занять русский трон. Польский король рассматривал его как марионетку, но Лжедмитрий был свергнут и убит менее чем через год после восшествия на трон. В 1609-м члены Семибоярщины предложили русский трон польскому королевичу Владиславу. Сигизмунд осадил в сентябре 1609-го Смоленск, обороняемый воеводой Шейном. Жалкевский разбил весной 1610-го выдвинувшиеся на выручку городу войска Шуйского. С 20 по 21 сентября 1610-го Жалкевский занял Москву. Смоленск был взят после полуторагодичной осады. С 1608 по 10 годы шла осада Троицы-Сергиевой Лавры, которая была снята войсками Скопина-Шуйского и Делагарди. Осенью 1612-го Москва была освобождена силами второго ополчения, а в следующем году отбиты Дорогобуж, Вязьма и Белый. В 1618-м Владислав, так и не отказавшийся от титула царя Московского, выступил в поход на Россию. Он занял те же Дорогобуж и Вязьму, но не смог овладеть Можайском и провалил штурм столицы. Примерно в то же время на севере началось ответное наступление шведов. Густав II Адольф желал захватить Прибалтику и превратить Балтийское море в Шведское озеро. Поляки отстояли свои позиции на севере, но вторжение шведов заставило их заключить перемирие со своими противниками. В 1626-м Речь Посполитая утратила Ригу и все свои владения в Ливонии. А 3 года спустя Владислав был вынужден подтвердить свой отказ от претензий на шведский трон. Михаила Федоровича Владислав признал законным царем России только в 1634 году по итогам Смоленской войны. Русская армия не смогла отбить утраченный во время смуты Смоленск, но нанесла очередной удар по и без того ослабленной бесконечными войнами Речи Посполитой. Благодаря политике веротерпимости Владислав сумел избежать втягивания страны в 30-летнюю войну, хотя боевые действия проходили непосредственно возле ее границ. Однако при следующем короле Яне Казимире Речь Посполитая погрузилась в глубочайший кризис. После ряда вооруженных конфликтов казна страны была пуста, а шляхта пользовалась ослаблением авторитета королевской власти в своих целях. Польско-литовская армия оказалась совершенно не готовой к подавлению восстаний запорожских казаков, которые требовали признания своих вольностей и более уважительного отношения к православному духовенству со стороны польского правительства. Запорожцы под руководством Богдана Хмельницкого нанесли полякам ряд серьезных поражений, но Белоцерковский мир 1651-го практически не изменил правовое положение казаков в составе Речи Посполитой. На Переяславской раде запорожцы подали прошение русскому царю о военной помощи. Взамен они признавали над собой власть Москвы. Алексей Михайлович решил воспользоваться ослаблением своего главного противника и принял Запорожье под власть России, а также вступил в войну против Яна Казимира. Главный удар русские войска наносили в Белоруссии и вскоре заняли все земли Великого княжества Литовского. В 1655-м шведская армия начала вторжение в Польшу, после чего та потеряла почти все шансы отстоять свои земли. Шведов по-прежнему интересовал полный контроль над Балтийским морем, а также природные ресурсы страны. Организация шведской армии была самой передовой в мире, победить ее в открытом бою было практически невозможно. Осознав это, польская шляхта решила не подвергать свою страну лишним
всеобщим разрушением и согласилась признать власть короля Карла X Густава. С его помощью она рассчитывала навести порядок и изгнать из Великого княжества Литовского русские войска. Но, разумеется, Карл Густав не собирался воевать за чужие для себя интересы. Шведы принялись грабить польские города и деревни, что заставило шляхту вновь присягнуть на верность Яну Казимиру. Заключив союзы с Трансильванией, Бранденбургом, Данией, Габсбургами и Нидерландами, польский король собрал большую армию, которая с опорой на силы народного ополчения постепенно стала освобождать Польшу. Ян Казимир блокировал шведские гарнизоны, избегая с ними открытых сражений и стремясь максимально сохранить свою армию. К концу войны поляки вышли к шведской Померании и осадили столицу Курляндии – Метаву. После кончины Карла X Швецией стал управлять Регенский совет. Он заключил Оливский мир с Речью Посполитой, по которому Ян Казимир отказался от претензий на шведский трон. Вся Прибалтика, кроме Курляндии, оставалась в составе Швеции. Герцогство же продолжало быть вассалом польского короля. Высвободив силы, Ян Казимир перешел в контрнаступление на востоке. К концу 1660-го русские удерживали только восточные земли Великого княжества Литовского, включая Вильну, Гродно и Борисов. Штурмовать Киев Ян Казимир не решился, тем более, что в войсках начались бунты из-за невыплаты жалований. Собрать серьезные силы ему удалось только к 1663 году. Был составлен план наступления на Москву через левобережную Украину. Со стороны Смоленска двигались литовцы, которые должны были встретиться с коронными войсками у Брянска. Однако провал осады Глухова в начале февраля 1664 поставил крест на польских планах. Тем более, что одновременно русские нанесли отвлекающий удар на Витебск и готовились провести рейд по литовским землям. К концу февраля литовцы отступили к Могилеву, а коронные войска отошли на правобережную Украину. По Андрусовскому перемирию 1667-го левобережная Украина, Смоленская земля и другие территории перешли в состав России. Речь Посполитая больше не могла вести с ней войну, поскольку одновременно вела боевые действия против Крымского ханства и Османской империи. Попытки Яна Казимира централизовать управление государством и сделать великокняжеско-королевскую власть наследственной успехом не увенчалась из-за, разумеется, упорного сопротивления шляхты. Разочарованный Ян Казимир отрекся от престола и покинул Польшу. Его преемник Михаил Корибут-Вишневецкий потерпел поражение в войне с османами и уступил им Подолье. Новый король Ян Собеский был куда более удачливым полководцем. Он не сумел моментально компенсировать потери Подолья, однако 12 сентября 1683 нанес османам поражение в битве при Каленберге и снял осаду с Вены. Эта победа польско-германских войск навсегда остановила продвижение османов вглубь Европы и положила начало контрнаступлению Габсбургов на Балканах. Карловицкий мир 1699 среди прочего вернул Подолье Речи Посполитой. Еще одним крупным событием правления Яна Собесского стало заключение Вечного мира с Россией в 1686 году. В лице Москвы Ян видел сильного союзника в борьбе с Османской империей. В период своего правления Собесский, несмотря на свои симпатии к французскому двору и женитьбе на француженке, которую сами поляки именовали Марысенькой, предпочел ориентироваться на союз с Веной. Не последнюю роль в этом играло понимание королем того факта, что Версаль просто использует Речь Посполитую как пешку в своем давнем противостоянии с Габсбургами. После смерти Яна Собесского в Польше некоторое время шла гражданская война между претендентами на престол. В конце концов, королем избрали курфюрста Саксонии Августа. Ради польско-литовской короны он перешел из протестанства в католичество, хотя ранее вельфы являлись одной из самых могущественных протестантских династий Германии. Молодой шведский король Карл XII желал полностью завоевать часть побережья Балтийского моря, принадлежавшую Речи Посполитой. Пользуясь слабостью страны и зная о богатстве ее ресурсов, он рассчитывал использовать ее как буферное государство и оплот шведского влияния в Центральной и Восточной Европе. Карл намеревался посадить на польский трон Станислава Лещинского, а Август пользовался поддержкой Петра I, который сам претендовал на выход к Балтийскому морю и готовился к войне со Швецией. В 1701-м Август осадил Ригу, но был отброшен от нее шведскими войсками. К сентябрю Карл занял Курляндию, а в следующем году занял Клишев, Пултуск, Варшаву, Торн и изгнал саксонские войска из Польши. В 1704-м Станислав Лещинский был избран королем и великим князем. Август, желая вернуть престол, заключил военный союз с Россией. Однако в 1705-м он утратил Краков и потерпел очередное поражение у стен Варшавы. Русские же войска остановились на зиму 1706 года в Гродно. Карл, узнав об этом, перебросил туда свои силы и блокировал город. Стремясь избежать больших потерь,
теперь русские были вынуждены оставить Гродно. 13 февраля Реншольд нанес поражение польско-саксонской армии при Фрауштадте. Карл тем временем опустошил Полесье, после чего летом двинулся на запад, вторгся в Саксонию и заставил Августа выйти из войны. 29 октября русские и польско-саксонские войска одержали победу у Калиша, но она уже не могла изменить исхода кампании. Август был вынужден отречься от трона и разорвать союз с Россией, причем он сделал это еще до битвы при Калише. Возобновить союз с Петром и борьбу за трон Август смог только после разгрома шведов под Полтавой 8 июля 1709 года. По мере роста успехов России в Северной войне Август полностью вернул себе контроль над Речью Посполитой. С опорой на саксонцев он попытался, разумеется, как и многие его предшественники, снизить влияние Сейма и шляхты на короля. Также он попытался объединить саксонскую и польско-литовскую армии. Гогенцоллерны за счет королевской короны и контроля над герцогством Пруссия, лежавшим за пределами Священной Римской империи, существенно укрепили свой авторитет в Германии и обозначили свои амбиции в будущем стать вровень с Габсбургами, занимавшими трон империи. Вельфы, следуя их примеру, рассчитывали обрести даже большую политическую роль в Европе, контролируя одно из крупнейших курфюрств в Германии и одно из крупнейших государств всей Европы. Однако шляхта прекрасно понимала, к чему могут привести амбиции Августа. Против него выступила Тарноградская конфедерация, которая к 1716-17 годам добилась разграничения полномочий саксонских и польско-литовских чиновников. Министры Саксонии не имели права вмешиваться во внутренние дела Польши и Литвы. Подтверждалась независимость местных органов ее власти. Армия была сокращена с 80 до 12 тысяч человек, что в условиях роста военной мощи соседних стран не позволяло обеспечить обороноспособность Речи Посполитой. Август III пришел к власти 30 июня 1734 года, несмотря на повторное избрание Станислава Лещинского королем большинством шляхты. Сторонники Августа опирались на русскую армию, разбившую повстанцев в войне за польское наследство. Сам курфюрст, если и появлялся в стране, то исключительно с целью поохотиться в Беловежской пуще. В стране усиливался экономический кризис. Уровень несобранных налогов достигал 20%. Речь Посполитая оставалась аграрной страной со слаборазвитой промышленностью. С каждым годом ее отставание от России, Австрии и Пруссии, активно осваивавших мануфактурное производство, становилось все более серьезным. Польские и литовские шляхтичи от тех самых мануфактур не получали большой прибыли и компенсировали это эксплуатацией крестьянства, которое все это время фактически находилось в бесправном положении. Запрет на ведение внешней торговли провоцировал упадок ремесел и замедлял развитие городов. Из-за продолжительных войн с османами торговый путь, шедший с запада на восток через Польшу, перестал приносить прежние доходы и утратил свое значение. Саксония, будучи также разоренной в годы Семилетней войны, никак не могла компенсировать экономические потери Речи Посполитой. Несмотря на строительство множества дворцов, костелов и парков во французском стиле, образование и культура в Речи Посполитой также развивались медленно и в основном лишь в крупных городах. Католическая церковь стремилась сохранять контроль над общественным сознанием, потому большую часть печатного тиража составляла религиозная литература. Школы и колледжи для молодых шляхтичей создавались иезуитами. Одновременно происходил упадок одного из старейших университетов Польши, Краковского. В 1764-м на престол Польши и Литвы был избран Станислав Август Понятовский. Екатерина II даровала королевскую корону своему бывшему любовнику, поскольку рассчитывала превратить Речь Посполитую в вассальное государство. Однако Понятовский при поддержке патриотически настроенного дворянства принялся проводить радикальные реформы. Король преобразовал казначейство, ввел новые виды вооружения, создал народную кавалерию вместо гусарии и панцирных казаков, учредил орден Святого Станислава, утвердил в 1780-м кодекс Замойского, введшего отчетность чиновников перед Сеймом, подчинившего духовенство и церковные финансы государству, а также улучшившего положение незнатных крестьян, но самое главное, при поддержке четырехлетнего Сейма разработал Конституцию, принятую 3 мая 1791 года. Конституция была призвана содействовать созданию общего правительства, армии и финансовой системы. Вооруженные силы объявлялись народными и переходили в подчинение короля. Отменялся принцип свободного вето, теперь все решения принимались простым большинством голосов. 28 июня 1791 была создана комиссия полиции обоих народов, ведавшая общественным порядком и защищавшая свободу печати на всей территории государства. Одновременно была составлена взаимная гарантия обоих народов, которая, равно как и пакты конвента, становилась одним из конституционных законов
законов Речи Посполитой. Она закрепила федеративное устройство страны и гарантировала равенство представителей Польши и Литвы в управлении Речи Посполитой. Однако, что интересно, ни Конституция, ни взаимная гарантия не были переведены на литовский язык в XVIII веке. Польско-литовская монархия должна была стать наследственной. В случае пресечения династии новую должен был избирать народ. Король занимал трон Божьей милостью и волей народной. Сторонники Понятовского рассчитывали передать трон после смерти короля Фридриху Августу, курфюрсту Саксонии. Однако тот благоразумно отказался от такого предложения, понимая, какие политические последствия его могут ожидать. По сути, Конституция 3 мая реализовывала идеи Монтескьё о разделении властей двухпалатного парламента. По мнению самого короля, она исправляла недостатки Конституций Британии и США и адаптировалась, насколько то было возможно, под политические реалии Речи Посполитой. Понятовский намеревался создать аналог Билля о правах и французской декларации прав человека и гражданина. Разрабатывались также новые гражданские и уголовные кодексы под общим названием «Кодекс Станислава Августа». Конституция установила правовое равенство между мещанами и шляхтичами, но по сути никак не изменила положение евреев и крестьянства. Понятовский не успел провести отмену крепостного права и реформы, улучшающие правовой статус евреев. Католическая церковь оставалась главенствующей, ее оставление считалось нарушением закона. Однако для представителей других конфессий вводилась свобода вероисповедания. Реформы Понятовского вызывали возмущение шляхты, желавшей сохранить все свои старые привилегии. В 1772 против короля выступила Барская конфедерация, сторонники которой были против религиозного равноправия. Мятеж Барской конфедерации ускорил процесс первого раздела Речи Посполитой. Пруссия забрала себе Данцигский коридор, Австрия захватила Галицию, а Россия присоединила пограничные территории. Важно отметить, что реформы Понятовского в 1775-89 годах проводились при участии Постоянного совета, созданного после первого раздела Речи Посполитой. Список депутатов Совета утверждался Россией и Пруссией. Король подписывал все декреты Совета и не имел права их отклонять. Фактически члены Совета подчинялись Екатерине II. Деятельность Совета, по утверждению самих же польских историков, способствовала укреплению администрации и содействовала экономическому развитию страны. Само его создание соответствовало популярным в то время идеям французских просветителей о разделении властей. Оно было первой попыткой создания правительства, ответственного перед Сеймом. Пусть эта ответственность и носила сугубо формальный характер. Король сохранял право председательства в Совете и решающего голоса при равенстве мнений. В 1789-м четырехлетний Сейм ликвидировал Постоянный совет и создал вместо него Страж прав, определявший направление деятельности правительственных органов. По Конституции 3 мая Страж прав должен был осуществлять также регентские полномочия в случае неспособности короля исполнять свои обязанности. 20 октября 1790 года четырехлетний Сейм принял проект об увеличении армии до 100 тысяч человек, однако ее реальная численность не превышала 60 тысяч из-за нехватки вооружения. 3 ноября был упразднен военный департамент, созданный в период фактического российского протектората, и учреждена военная комиссия. Согласно законам, деятельность Сейма одного созыва не могла превышать 2 лет, однако патриотически настроенная интеллигенция настаивала на продолжении его работы, желая до конца провести все реформы. Немалая часть дворянства и духовенства поддерживала реформы Понятовского. Так, в 1769-м в селе Мирещ возле Вильны была создана Павловская республика, названная в честь ее основателя, священника Павла Ксаверия Бжастовского. Последняя занимала площадь более 3000 гектаров, имела свои государственные символы, конституцию, казну и школу. Крестьяне получили личную свободу и участвовали в выборах депутатов Сейма республики. Она просуществовала до 3-го раздела Речи Посполитой, а ее глава удостоился ордена Белого Орла от короля Станислава Августа. Но по-прежнему были и те, кто считал королевскую политику и новую конституцию незаконной. В 1792-м ее противники образовали Торговицкую конфедерацию, которая после окончания русско-турецкой войны получила поддержку Екатерины II. Конфедерация при поддержке русских войск одержала победу над королевской армией и способствовала второму разделу Речи Посполитой между Россией и Пруссией в 1793 году. Последняя согласилась принять в нем участие и тем самым отойти от традиционной со времен Фридриха Великого политики экспансии прусских королей исключительно в немецких землях. Фридрих Вильгельм II потерпел ряд поражений от французской республиканской армии и нуждался в пополнении казны за счет налоговых сборов снова присоединенных территорий. Его также раздражала реформаторская политика
политика Понятовского. Он стремился не допустить появления в центре Европы очага революции. Екатерина II имела те же самые мотивы, но, ко всему прочему, стремилась также укрепить свой авторитет среди низших сословий и завершить процесс объединения Великой, Малой и Белой Руси под своей властью. Возвращая отторженное, согласно девизу, отображенному на памятной медали, Екатерина подчеркивала при том, что не берет ни пяди исконно польской земли. При этом она отказалась от Галиции в пользу Австрии, понимая, что она не пожелает остаться в стороне от раздела больших территорий Речи Посполитой. Однако Мария Терезия, что интересно, не стремилась присоединять Галицию и не считала ее достойной компенсацией за потерю в Семилетней войне богатой Силезии. Это событие оказало огромное влияние на последующее развитие отношений между Романовыми и Габсбургами, поскольку во второй половине XIX века последние станут поддерживать западноукраинскую интеллигенцию, негативно настроенную по отношению к России. Вопрос принадлежности Галиции сыграет не последнюю роль в столкновении обеих империй в годы Первой мировой войны. В 1793 году Гродненский сейм утвердил второй раздел Речи Посполитой и упразднил Конституцию 3 мая. Стремясь не допустить полной ликвидации государства, патриотически настроенная шляхта подняла восстание. 12 марта 1794 вспыхнул мятеж в Кракове, жители которого вручили литовскому шляхтичу Тадеушу Костюшко диктаторские полномочия. Последний имел звание генерал-майора и большой опыт боевых действий в годы войны за независимость США и русско-польской войны 1792 года. Манифест о восстании был издан как на польском, так и литовском языках. В апреле вспыхнули мятежи в Варшаве и Вильно. Костюшко принялся создавать регулярные войска по американскому образцу, а силы народного ополчения организовывал по французскому образцу. В армию Костюшко было мобилизовано 70 тысяч человек. По мнению польских историков, суммарно за весь период восстания приняло участие не менее 150 тысяч человек. В боях применялась тактика линейного и артиллерийского огня с построением пехоты в штыковые колонны. Поляки и литовцы вели преимущественно оборонительные бои с маневрами частью сил во фланг и тыл противника, за что многие польские генералы после войны критиковали Костюшко. Русские войска наступали вглубь территории Литвы и приближались к польской границе. С запада наступали войска Фридриха Вильгельма II. Пруссаки взяли Краков и осадили Варшаву, но действовали нерешительно. Получив известие о восстании в землях Великой Польши, принадлежавших Пруссии, король был вынужден снять осаду польской столицы и отступить на запад. Разумеется, восстание было подготовлено офицерами Костюшко, который медленно преследовал отходившего противника. Войска Домбровского, пользуясь временным преимуществом, даже овладели Бромбергом, расположенным у Нижней Вислы. Поляки все еще контролировали Вильно и Гродно, заняли Курляндию и даже перехватили близ Либавы прусские корабли, следовавшие с корреспонденцией из Петербурга. Однако в сентябре 1794 на главном театре боевых действий появился Суворов. Он взял Кобрин, Крупчицы, Брест-Литовск и заставил противника отступать к Варшаве. В сражении при Мацеевицах 10 октября Костюшко был взят в плен. Командование войсками принял Томаш Вавжецкий, но он ожидаемо не сумел удержать Прагу, предместье Варшавы, а 6 ноября был вынужден сдать столицу Суворову. Что касается самого Понятовского, то он с началом восстания полностью утратил власть над страной и контроль над ситуацией. Король утверждал в своих мемуарах, что Костюшко, получив диктаторские полномочия, полностью отстранил того от политики. Понятовский писал, что генерал удерживал его во дворце как заложника, прикрываясь соображениями безопасности. От прежнего обожания поляками своего короля не осталось и следа. Жители Кракова считали, что тот несет решающую ответственность за разделы страны и интервенцию соседних с Речью Посполитой держав. Надо отметить, что среди повстанцев имелись и серьезные политические противоречия. Польша и Литва имели свои революционные правительства. Руководитель наивысшей Рады Литовской Якуб Ясинский стремился возродить независимость Великого княжества Литовского, при том, что сам по происхождению являлся этническим поляком. Провал восстания Костюшко ускорил падение Речи Посполитой. В 1795-м Россия, Австрия и Пруссия согласовали раздел ее оставшихся владений. 25 ноября Станислав Понятовский подписал отречение от польской и литовской короны, отправился в Гродно. Лишь 2 года спустя император Павел I позволил бывшему королю переехать в Петербург. Екатерина так и не позволила Понятовскому жениться на французской принцессе или австрийской эрцгерцогине. Решающую роль в этом, конечно, играло не чувство ревности, а опасение того, что этот брак способствует укреплению наследственной монархии в Речи Посполитой и обеспечит фундамент для продолжения реформ короля. Независимость Польши была восстановлена в 1807 году, когда Наполеон создал Варшавское герцогство на землях, отнятых у России.
России, Австрии и Пруссии. Великим герцогом стал король Саксонии Фридрих Август, который ранее уже отказывался от короны Речи Посполитой. Польская шляхта связывала большие надежды с Наполеоном и рассчитывала, что тот поможет ей вернуть дораздельные границы 1772 года. В 1811-м Михаил Клеофас-Агинский предложил Александру I проект восстановления Великого княжества Литовского. Его целью была нейтрализация французского влияния в западно-русских землях. Предполагались создание собственных административных органов в Вильне, принятие статута 1588 как конституционного закона, а также использование польского языка в делопроизводстве. Александр был заинтересован в максимальном использовании белорусских ресурсов, но также понимал истинные мотивы Агинского – восстановления польско-литовской государственности. От его предложения восстановить королевство польское, дабы привлечь симпатии поляков в грядущей войне с Наполеоном на сторону России, Александр отказался. Во время Отечественной войны 1812-го Наполеон создал на занятых землях Литвы и Беларуси Виленское генерал-губернаторство. От полноценного возрождения польского королевства и Великого княжества Литовского император отказался и отложил решение этого вопроса до окончания войны. Управление губернаторством он возложил на Дирка ван Хогендорпа. На территории генерал-губернаторства создавались вооруженные силы, которые совместно с войсками Великого герцогства Варшавского приняли участие в Отечественной войне, а затем и в боевых действиях Польши и Германии в кампаниях 1813-14 годов. После 1815-го вся территория бывшего Великого княжества Литовского вошла в состав Российской империи, а на подконтрольных русским войскам польских землях было создано царство Польское, вошедшее в личную унию с Российской империей. Безусловно, Речь Посполитая в определенный период своей истории являлась великой европейской державой и проводила имперскую внешнюю политику, но она не смогла разрешить свои фундаментальные политические проблемы, которые изначально представляли для нее большую опасность, а в исторической перспективе привели к краху государства. Таковым можно отнести сильные позиции дворянства, не желавшего расставаться со своими привилегиями в пользу усиления власти короля, феодальные архаичные традиции политической культуры Речи Посполитой, нежелание большинства королей Польши и Литвы идти на конфликты с шляхтой, провал внешнеполитической экспансии страны, постепенное усиление к началу XVIII века России, Пруссии и Австрии, желавших расширить свои территории за счет слабого соседа, ну и, наконец, желание России вернуть в свой состав земли бывшей Киевской Руси, подвергавшейся яростной полонизации и католизации со стороны поляков. В начале 1920-х Юзеф Пилсудский выдвинул проект создания конфедерации Междуморья, которая должна была снизить влияние Франции и СССР в Восточной Европе. Но он так и остался на бумаге из-за противодействия великих европейских держав и нежелания новообразованных государств жертвовать хотя бы частью суверенитета в угоду польским амбициям. Усугубилось это тем, что польская армия аннексировала Вильнюсский край и заставила правительство Первой Литовской Республики перебраться в Каунас. На протяжении 1920-1939 годов Вильнюсский вопрос оставался камнем преткновения в отношениях Польши и Литвы. Данный кризис показал, что несмотря на тесное культурное и религиозное сближение, происходившее в годы существования Речи Посполитой, между двумя народами сохранилось множество противоречий. Современная Польша провозглашает себя преемницей Первой и Второй Речи Посполитой, что является для нее важным фактором определения своей геополитики. В то же время польские и литовские историки в целом негативно описывают период унии. Литовские ученые считают, что их страна де-факто находилась под властью Польши и после 1569-го утратила былой политический суверенитет. Отношения Польши, Литвы, Беларуси и Украины, чьи земли входили в состав Речи Посполитой, сегодня остаются весьма противоречивыми, особенно на фоне текущих политических событий.